Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэйкук танцевали вдвоем, и когда другие участники это заметили, они остановились, наблюдая издалека с улыбками, просто любуясь. Такая невероятно нежная и трогательная атмосфера. Вот так они всегда были под таким заботливым присмотром и защитой. Девятое место. Тэйкук рядышком. У Чонгука приступ милой агрессии к Тэхёну. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему, как BTS устроили скандал, отстаивая свою честь. Новый уровень борьбы за справедливость? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Просто Чонгук не может злиться на своего Тэхёна. Седьмое место. Пресс или бицепс? Мужчина, который смотрит на тебя так. Шестое место. Поведение пары. Для Чонгука Тэхён – это как бесконечный источник вдохновения. Сколько ни снимай, все равно хочется еще один, самый лучший кадр. Когда мы рядом ничего и никого в целом мире не существует. Пятое место. Я всегда буду бежать тебе навстречу, даже если весь мир встанет на пути.
4 место. Все лучшие спецэффекты для его Чонгука. Третье место. Новости. Генеральный директор Hype подтвердил, что для мирового тура Arirang запланировано еще очень много дат, которые пока не были объявлены. Его слова: у BTS в рамках мирового тура еще очень много концертных дат, которые пока не были анонсированы. Поэтому я очень осторожен в вопросах, касающихся дополнительных концертов и наших дальнейших планов. Но могу сказать одно: все это уже давно запланировано. Так и манит зацеловать. Согласно HipAuditor, Ким Тэ-хён сейчас занимает 3-е место среди самых влиятельных людей в мире. После значительного роста числа подписчиков и вовлеченности в Instagram после чемпионата мира по футболу FIFA, Тэ-хён также стал самым влиятельным музыкантом в мире, заняв 1-е место в этом рейтинге. Говорят, что от улыбки хмурый день светлей. Улыбка Чонгука еще и согреет. Настоящее давление разрушает хрупкое, но Тэ-хёна оно превращает в бриллиант. Умение Тэ-хёна выдавать стопроцентный результат в режиме здесь и сейчас – это суперсила. Он буквально штампует легендарные моменты под прицелом миллионов камер. Его способность выдавать абсолютный максимум в ключевые секунды – это редкий вид искусства. Он же кьюти-патути. Статья от K-Media. BTS объявили бойкот Грэмми в следующем году. Мы не будем подавать свои работы. BTS решили не участвовать в борьбе за премию Грэмми 2027. Группа объявила бойкот после недавних изменений критериев отбора для K-pop. Группа заявили, что не будет подавать свой последний альбом Arirang и входящие в него песни на рассмотрение для премии Грэмми 2027. Многие расценили это как фактический бойкот после того, как организаторы премии изменили категории и критерии оценки для K-pop. 29 июля участники опубликовали одинаковое заявление в своих личных социальных сетях. Мы решили не подавать наши работы на премию Грэмми в этом году. Лидер группы Намджун добавил: мы надеемся, что музыку будут слушать и любить как музыку, а не разделять ее по регионам или языкам. Спасибо фанатам и всем, кто всегда рядом с нами. В середине июня организаторы Грэмми объявили о создании новой категории Asian Pop, которая объединяет K-pop, J-pop, C-pop и другую азиатскую поп-музыку. Согласно новым правилам, в этой категории смогут участвовать только произведения, в которых существенно используется хотя бы один азиатский язык. Представители Грэмми тогда заявили,
что азиатская поп-музыка стала одной из самых влиятельных сил мировой музыкальной индустрии. И именно поэтому было решено создать для нее отдельную категорию. Это первый случай, когда премия ввела специальную номинацию исключительно для азиатской музыки. После объявления многие американские СМИ и аналитическое издание Gold Diorby называли BTS главными претендентами на победу в новой категории. Однако часть поклонников K-pop восприняла это иначе. По их мнению, создание отдельной категории может стать еще одним стеклянным потолком, который не позволит K-pop-исполнителям полноценно конкурировать за главные награды премии. Самыми престижными на Грэмми считаются 6 основных категорий, так называемые General Field – запись года, альбом года, песня года, продюсер года, автор песен года и лучший новый артист. Именно эти награды традиционно вручаются во время основной церемонии и сопровождаются главными выступлениями артистов. Региональные жанровые категории, напротив, обычно награждаются на предварительной церемонии. Некоторые также считают, что новые требования были направлены против BTS. В правилах новой категории отдельно указано, что песни, в которых азиатский язык используется лишь в отдельных словах, междометиях или коротких фразах, а также композиции с полностью английским текстом, не смогут претендовать на участие. Большинство песен с альбома «Arirang», который мог бы участвовать в Грэмми 2027, написаны преимущественно на английском языке. Лишь переизданная корейская версия песни «Normal» в большей степени соответствует новым требованиям, однако ее коммерческие показатели в США уступают главному синглу «Swim». При этом и альбом «Arirang», и песня «Swim» после релиза заняли первые места в главных чартах Billboard, Billboard 200 и Hot 100. В то же время в Hype подчеркнули, что это не является бойкотом со стороны компании, представитель агентства заявил, это решение касается только BTS. Если другие артисты нашего лейбла захотят подать свои работы, компания сделает это в обычном порядке. В музыкальной индустрии считают, что решение BTS может повлиять и на другие американские музыкальные премии. Сейчас все 4 крупнейшие церемонии США – Грэмми, Billboard Music Awards, American Music Awards и MTV Video Music Awards – уже имеют отдельные категории для K-pop. Ранее создание таких номинаций также вызывало аналогичную критику со стороны фанатов. Как можно не очароваться им? Итальянский бренд солнцезащитных очков Prapa Ears добавил в название своего продукта Катина Сан имя Чангука. Катина Си-1, надетые Чангуком во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Это очередное подтверждение колоссального эффекта Чангука на мировую индустрию моды, когда вещи мгновенно привлекают внимание миллионов фанатов после одного появления артиста на публике. Когда режиссер сказал быть самими собой, а эти двое, как всегда, увлеклись. Новости от JTBK. Оно уже началось. Как вам такое сочетание? Ви за фортепиано вместе с Чо Сон Джином. В социальных сетях разошлось видео, на котором Ви играет на пианино, привлекшее внимание фанатов со всего мира. В ролике, который опубликовал Ви, он медленно опускает руки на клавиши и начинает играть. Видео также включает кадры выступления Чо Сон Джина. Мы не начинаем это произведение. Оно уже началось.
На видео Чо исполняет балладу номер 4 Шопена. Подхватив это же настроение, Ви будто воплотил идею о том, что музыка уже звучит, еще до того, как он взял первую ноту. Ви не раз говорил, что практикуется в игре на фортепиано и ищет учителя. И теперь, похоже, он встретил одного из лучших наставников в мире. На самом деле они знакомы уже довольно давно. Ранее Ви замечали на сольном концерте Чо Сон Джина. А в сети также делились их совместным фото-тройкой вместе с футболистом Сон Хын Мином. Кроме того, Чо Сон Джина видели на вечеринке в честь демобилизации Ви из армии. Две мировые звезды, каждая в своей области, разделяют общую страсть к искусству. Пусть их дружба длится вечно. Дружба Тэхёна и Чо Сон Джина – слияние двух миров, кей-поп и классической музыки. Очень здорово видеть, что Тэхён поддерживают мастера такого масштаба. Слишком мили и слишком секси одновременно. Diplo, один из продюсеров альбома Arirang группы BTS, поставил лайк публикации Complex о решении группы не подавать свою музыку на премию Грэмми. BTS уже давно доказали свой статус мировых артистов. Их музыка говорит сама за себя, а любовь миллионов поклонников по всему миру ценнее любых наград. Поэтому, если Грэмми не готовы оценивать музыку по достоинству, это скорее проблема самой премии. Короли мировой сцены были и остаются BTS. При просмотре видео уже горячо и хорошо. Обладатель премии Грэмми, продюсер Sleep Diz, высоко оценил решение BTS не подавать альбом Arirang на Грэмми 2027, назвав его шагом в защиту честности, инклюзивности и против дискриминации. На мой взгляд, они и так уже были на вершине. Но этим поступком они просто вышли на совершенно другой уровень. Именно такие жертвы делают людей по-настоящему великими. Это подняло их в моих глазах на совершенно новую высоту. Огромное уважение, BTS. Такая невинная, светлая улыбка. И при этом мы-то знаем, какой огонь прячется внутри. Заявление BTS об отказе от подачи альбома на премию Грэмми стало одной из самых обсуждаемых тем в мировом музыкальном сообществе. На него уже отреагировали крупнейшие международные СМИ, включая Billboard, Forbes, Teen Vogue, Vulture, Paris Match и Tetla, а также известные музыканты, продюсеры, журналисты и представители индустрии. Billboard. Решение BTS не подавать свою музыку на рассмотрение Грэмми наносит удар по престижу премии. Но еще более серьезным последствием может стать то, что Грэмми лишится одного из своих крупнейших магнитов для мировой аудитории. Forbes, после того, как их последний альбом Arirang возглавил чарты и побил множество рекордов продаж, многие эксперты называли его одним из самых сильных претендентов на премию Грэмми.
Отказ BTS участвовать в премии стал знаком протеста против новой категории, которая носит разделительный характер. Альбом Arirang доказал, что язык не является препятствием для музыки. Teen Vogue, их решение отказаться от смягченной версии мечты, к которой они шли долгие годы, заслуживает восхищения. Именно таких принципиальных поступков сегодня нужно больше. Vulture, Arirang – это альбом, который не нуждается в дополнительном признании. Камбэк группы дебютировал на первом месте Billboard 200, продав 641 тысячу копий за первую неделю. Это лучший недельный результат года, превзошедший всех предыдущих лидеров. Проще говоря, BTS не нужна премия Грэмми. Paris Match – это смелый шаг перед лицом американской музыкальной индустрии, которая вместо того, чтобы открывать возможности для артистов со всего мира, все чаще прибегает к стратегиям, исключающим их, становясь все более закрытой и ограниченной. Tetla, влияние BTS, уже давно вышло далеко за пределы Грэмми. Рекордные продажи альбомов, мировые стадионные туры и успехи в чартах сделали их одной из главных движущих сил глобальной поп-музыки и способствовали превращению кей-поп в мировое явление. Их решение не подавать работы на премию последовало после многих лет номинаций и отражает тот факт, что сегодня группа обладает беспрецедентным коммерческим и культурным влиянием. Я так люблю их любовь. Все больше известных музыкантов, продюсеров, журналистов и поклонников по всему миру выражают восхищение решением BTS отказаться от подачи альбома на премию Грэмми. Комментарий мужчины о заявлении BTS по поводу отказа от подачи альбома на Грэмми. Сейчас я невероятно горжусь BTS и фанаты. Это одно из лучших решений, которые я видел за долгое время. Когда Грэмми объявили о введении отдельной азиатской корейской категории, все уже примерно понимали, к чему это приведет. BTS заслуживают не просто победы в этой категории. Они заслуживают номинаций и наград в таких категориях, как альбом года. И они были одними из самых сильных претендентов. В нескольких своих видео я говорил, что на их месте вообще не подавал бы работу на рассмотрение. И они действительно так и поступили. Я искренне горжусь ими. Потому что им это не нужно. Послушайте текст Mic Drop, у них уже достаточно наград. В этом году они с большой вероятностью могли бы собрать множество статуэток, но они даже не подали свои работы на рассмотрение. Это действительно самый крутой и достойный поступок, который они могли совершить. Тэхёну для счастья не нужны грандиозные подарки. Носочки от Чангука и его искренняя улыбка уже готовы растопить любое сердце. Голос, который замечают легенды. Леа Салонга, звезда Бродвея, обладательница престижных наград и голос любимых диснеевских героинь, высказала очень искренние слова о Тэхёне. Мужчина, чей голос можно сравнить с чашкой горячего шоколада во время метели, с теплыми объятиями в конце действительно тяжелого дня или с успокаивающим шепотом. «Все в порядке, я понимаю, что ты чувствуешь. Спасибо за твою музыку, за твой уникальный взгляд на мир и за то, что ты просто есть». Это не просто комплимент, это признание от профессионала, который знает цену интонации, дыханию и эмоциям в голосе. И слышать такое от Тэхёне особенно ценно.
Устали? Это временно, особенно когда наготове такой антидепрессант. Тэхён вас быстро приведет в чувство. Чангук установил очередной рекорд Spotify. Преодолел отметку в 21 миллион подписчиков. Новая история для азиатского сольного исполнителя. Число подписчиков на его личном аккаунте превысило 21 миллион. Чангук достиг этого за самый короткий период времени среди всех азиатских групп и сольных исполнителей. Несмотря на то, что Чангук не выпускал новых сольных альбомов с 2023 года, его ежемесячная аудитория слушателей превышает 16 миллионов человек. В еженедельном чарте лучших песен мира дебютная сольная песня Seven, выпущенная в 2023 году, продержалась в чарте 154 недели. Это первый и самый длительный рекорд среди всех песен азиатских сольных исполнителей. Первый сольный альбом Golden также продержался в чарте 142 недели, что является первым и самым длительным периодом среди всех альбомов азиатских сольных исполнителей. Чангук – абсолютная муза для фандомного юмора. Его непосредственность в сочетании с креативом фанатов – творческий союз, снабжающий мировой интернет бесконечным запасом радости и позитива. Пост фаната в Твиттере. Впервые за долгое время я чувствую. Освобожденный. Освобожденный, потому что наши парни наконец-то свободны. Никакого призыва на военную службу, висящего над их головами. Никакого давления, чтобы доказывать, что они на своем месте. Никакой нужды искать признание от институтов. Просто 7 артистов, создающих музыку, которую они хотят создать, на своих собственных условиях для своих фанатов. BTS провели всю свою карьеру, отказываясь от легкого пути. Они бросали вызов ожиданиям с самого дебюта. Они ставили под сомнение статус-кво, вместо того, чтобы ему подчиняться. И сегодня кажется еще одним напоминанием о том, кем они всегда были. Я надеюсь, что мы доверяем им. Я надеюсь, что мы перестанем считать каждую возможность, вроде плейлистов и радио, упущенной возможностью. Иногда выбор не делать что-то – это самое сильное заявление, которое может сделать артист. Легко смотреть на то, что получают другие артисты, и задаваться вопросом, почему у BTS нет тех же преимуществ. Но не каждое преимущество дается без платы. Индустрия не построена на бесплатных одолжениях. Каждая система требует чего-то взамен. BTS снова и снова показывали, что есть вещи, на которые они просто не пойдут на компромисс, их целостность и принципы, их приоритет. Так что давайте не тратить нашу энергию на размышления о том, что могло бы быть. Давайте вольем ее в то, что всегда делало этот фандом выдающимся. Слушайте, потому что вы любите музыку. Покупайте, потому что верите в искусство. Продвигайте, потому что хотите, чтобы больше людей испытали то, что создали BTS. Не потому, что это обязанность. Не потому, что это работа. А потому, что это любовь. Одно, что я надеюсь, мы никогда не потеряем как фандом, это нашу готовность говорить против несправедливости. Молчание никогда не меняло индустрию. Прогресс всегда приходил от людей, готовых ставить под сомнение несправедливые системы и требовать лучшего. Так что давайте продолжим адаптироваться. Давайте продолжим эволюционировать. Давайте не чувствовать себя побежденными. Давайте продолжим усиливать артистизм BTS, поддерживать каждый релиз и встречать каждый вызов с еще большей решимостью. Мы не играем по ожиданиям индустрии, но мы поднимаемся над ними. И каждый раз, когда BTS достигают новых высот на своих собственных условиях, мы напоминаем миру, что целостность и совершенство всегда переживут предубеждения. BTS продолжит создавать искусство.
Мы будем продолжать появляться. Мы будем продолжать усиливать их работу. Мы будем продолжать целиться высоко. И будем продолжать доказывать, что сообщество, построенное на настоящей любви и уважении, всегда переживет любую тенденцию, награду или институт. Второе место. Это так интимно. Он смотрит на Чонгука так каждый раз, будто видит впервые и все равно не может налюбоваться. Первое место. Когда объятие — это не про всех, а про одного единственного, в нем помещается целая вселенная любви. Именно такие у Чонгука. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.